Я своему лицу сам перееду. Подожди. Ты сейчас высадишь аккумулятор. Включи заднюю. Ёпта, даже телефон не луснул. Майстер-сервіс Електро вітає вас. Зачекайте хвилинку. Ну снова здрасте всем, пацаны. Смотрите, я на мастер-сервисе сейчас. Сейчас пацаны получили машину в работу. Вот смотрите. Хай бог милує. Вот такая вот приехала машина. Производство Китай. Название я постараюсь чуть попозже выучить и расскажу, как она называется. ЕВП-100. Исузу ЕВП-100. Исузу ЕВП-100, да? Ну, ЕВК, простите. ЕВК-100. Ну, хорошо уже, что хоть мы 400 название. киловатт капла, да? Да, кстати, да. Давайте пока бельненький такое смотрим. Два Смотрите. модуля с этой стороны и два модуля с той стороны. На каждом модуле по 106,9 киловатта. Итого там 400 с лишним получается. 424 киловатта, да? Ну, на секундочку, у хлопцев... И заметь, заложено водяное охлаждение на модулях. Ну, чего-то отключено, да? И стоят заглушки, да, но, видимо, не используют. Ну, с хлопцами я разговаривал, они Харьков, Днепр мотались, это 220 километров, и у них еще 11% оставалось заряда. И на секундочку они загрузили 3 тонны. Чего она приехала к Тёме? В общем, приехала эта машина к Тёме, сейчас будет здесь меняться зарядная, будет меняться порт зарядки, она не заряжается у нас здесь. Машина, кстати, тормоза гидравлические, не пневматические, что, в принципе, для грузовиков не этот. Не при. Так, это можно сейчас вперед наклонить колонку, и она ударится об что-то впереди. Ну, я просто пока задрать. Тёма, давай это потом. О, 12-вольтовый глянем стоит. Он 12-вольтовый, вам видно. Инвертор такой не маленький. Да. Ладно, потом до конца откинем, посмотрим. Да, сейчас, смотрите, сейчас пальцы прибьет. Расстояние смущает, да, стены. А ты, кстати, смотрел фильм, где плохой дальнобойщик подставил отвертку? Смотрел? Нет. Прикольный фильм, посмотри. Ну ладно, продолжаем. И вот так вот мы загоняем машину. Видите, как мастер-сервис. Еще тогда, когда строили, все уже рассчитали. Ты скажи, что колеса спустили. Не, колеса не спустили. Зачем обманывать людей? Потому что это твоя работа, там подыгрывать. Итак, хлопцы, загнали мы сие чудо для общего развития. В воротах при заезде было у нас примерно 2-3 сантиметра форы. Машина влезла, уже думали колеса спускать. Ну, влезла, все нормалек. Сейчас хлопцы задрали кабину и будут доставать. Хозяева данной машины привезли зарядное, порт привезли. Будет это все меняться. Вроде как есть из практики, что такое будет работать. Будем смотреть. Ничего не понятно, но интересно.
Тантина, Синтемпи. Итак, как приехали хозяева данной машины, сказали, что здесь всего лишь снять старое зарядное, поставить новое, поставить порт. Но никто не уточнял, что придется валяться под машиной, что он располагается под всем. Реально под всем. В общем, Тёма туда полез. Сейчас пытается открутить. И будем пробовать. Итак, сняли старое зарядное. Дали Тёме новое. Сейчас туда закинем. И больше смотреть дальше. Теперь снимаем зарядный порт. В комплекте у нас идет другой. И вот Тёма установил зарядный порт. Пришлось дополнительно делать отверстие. Якобы все заводское, но якобы нет. И сейчас начнется самое интересное. Там внизу надо будет, во-первых, дополнительное крепление для самого зарядного и кое-что перепиновывать. Все идет с консультацией. Есть дополнительная инструкция по установке. Не так все просто, как оказалось. Можно воспользоваться случаем удобного рассмотрения кабины. Вот она наклоненная. Вот так происходит процесс распиновки. Сейчас Тёма, согласно схем, фотографий, которые предоставили, будут проверять соответствие. Будем делать новые пины, чтобы зарядку машина увидела. И вот закончили эту полностью машину. Все нормально. Поставили зарядное, поменяли порт. Для коммерческих пробежек работы, я считаю, хозяева очень правильно сделали. Все-таки топливо далеко не дешевое. На данный момент, после уточнения, в общем, смотрите, машина проехала, ее загрузили 3 тонны. Она проехала Харьков-Днепр 220 километров. И 11% осталось. Суммарно по батарейкам здесь посчитали, здесь чуть больше 100 киловатт. Ну вот и считайте, сколько бы сожрала солярки эта машина. А так на электричестве очень хороший вариант для работы. Сейчас уже машину будут отдавать клиентам. Давайте пока бегло салон осмотрим. Смотрите, комплектация здесь самая простая. Ну, в принципе, это коммерческий транспорт. Ну, стеклоподъемники уже могли бы поставить. Но не захотели, видать. Очень много заглушек. Соответственно, есть более модные комплектации. Вот такой у нас потолок. Сиденье. Регулировка руля. Сейчас сядем, посмотрим, как оно внутри. Ну, начну с приборной доски. Вот он здесь видно. Мы максимально аж 120. Ну, очень сильно я сомневаюсь. Тахометр у нас даже есть. Ну, так прикольно, конечно. Посадка, конечно, здесь высокая. Вот реально сидишь уже, аж вывалится. Интересно все-таки. Двойное рядом сиденье.
Да, возможно, тут все-таки есть какие-то другие комплектации, просто сильно много заглушек стоит. Была бы возможность прокатиться на такой. Я считаю, что для организации это вообще шикарный вариант. Бешеная экономия будет по топливу. Просто бешеная. Ну, я думаю, по этой машине можно заканчивать видео. Интересное получилось. И как переоборудовали, и с пинами, и совсем там Тёма игрался. Ну, все нормально. Хай машинка работает. Всем спасибо, пока. Тёма, включи заднюю. И сейчас задняя, смотрите.倒车，请注意！倒车，请注意！倒车，请注意！倒车，